Трамп побеждает в первом праймерис. Украине советуют не думать о наступлении, а американское консульство в Ираке разрушено. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Йеменские хуситы атакуют американский сухогруз. Иран обстреливает консульство и военную базу, а в Америке реагируют сдержанно. Напряженность также высока в Красном море и за его пределами, и вскоре ее, возможно, будет невозможно сдержать. Румынское правительство договорилось с фермерами о разблокировании границы. Я просто не могу больше платить за страховку. А в Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Давайте его укрепим, поставим лайк, оставим комментарий. Любая реакция важна, тогда YouTube показывает это видео большему количеству людей. Поехали. Американское консульство в Ираке, военную базу и еще несколько объектов минувшей ночью обстреляли иранские стражи исламской революции. Это подразделение, которое считается в Иране элитным. Местные СМИ сообщали о 4 погибших. Консульство вроде как разрушено практически полностью. Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на шпионские центры и собрание антииранских террористических группировок. Корпус стражей исламской революции объявил, что в ходе 2 отдельных атак он нанес удары баллистическими ракетами по штаб-квартире Моссада в Эрбиле, Ирак, и по месту сбора антииранских группировок в Сирии. Вместе с тем они нанесли несколько ракетных ударов, как они говорят, по позициям ИГИЛ, Аль-Каиды и других подобных формирований. Официальная реакция США сдержанная, несмотря на ракетные удары, которые они получили впервые, наверное, напрямую от Ирана. Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. По источникам Reuters, среди пострадавших действительно нет американских граждан. А иракский МИД заявляет об атаке Ирана на суверенитет страны. Выглядит так, будто бы атака была на американские объекты, а сами Штаты от реакции на эту атаку самоустраняются. Кроме того, йеменские хуситы, еще одна проиранская группировка, атаковала американский сухогруз. Хоть на судне и начался пожар, пишут, что его удалось быстро устранить. Никто не пострадал. Тем же курсом сухогруз пошел дальше. В поддержку жалоб палестинского народа в секторе Газа, который подвергается самым чудовищным расправам со стороны сионистского образования и в ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны, военно-морские силы вооруженных сил Йемена, Хути, с помощью всемогущего Аллаха провели военную операцию, нацелив на американский корабль в Аденском заливе несколько соответствующих морских ракет, и попадание было точным и прямым. Своими атаками на гражданские суда хуситы и спровоцировали американские ракетные удары и удары союзников. Похоже на то, что с новым витком в большую войну может вступить напрямую Иран. Но Соединенные Штаты пока делают все, чтобы этого не случилось. По поводу 100 дней от начала конфликта в Газе генеральный секретарь ООН и выступал как раз со схожим посылом. Напряженность также высока в Красном море и за его пределами, и вскоре ее, возможно, будет невозможно сдержать. У меня вызывает серьезную озабоченность ежедневные перестрелки через голубую линию. Это рискует спровоцировать более масштабную эскалацию между Израилем и Ливаном и серьезно повлиять на региональную стабильность. Десятки тысяч людей на севере Израиля и в Южном Ливане были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий, а гуманитарный доступ в Ливан по-прежнему ограничен. Я глубоко обеспокоен происходящим. В российском Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации. Этой ночью город оказался под ударом украинских беспилотников. Как заявляют местные власти, по результатам ночной атаки есть одна пострадавшая девочка, в квартиру которой прилетел обломок сбитого беспилотника. И оказали медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир 3 10-этажных домов на улице Тепличной. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Кроме того, повреждены окна в 4 домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления. Развернут оперативный штаб. За помощью никто не обращался. Все службы на месте, говорит губернатор.
Украине предлагают уйти в оборону и отказаться от наступления. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан передал послание Зеленскому от Байдена в Давосе с подобной просьбой. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут, ссылаясь на свои источники. Он уверен, что Зеленский будет просить больше военной помощи для обороны, но от наступления все равно придется отказаться из-за неудавшегося, по мнению автора Bloomberg, наступления в 2023 году. А вот экс-командующий силами НАТО в Европе считает, что украинское наступление нельзя назвать провальным. И пусть этот этап закончился, у украинской армии есть силы для перехода в следующую фазу. Я не считаю, что провал – это правильное определение. Я думаю, что контрнаступление, безусловно, закончилось. Наземный элемент замедлился. Но это не значит, что боевые действия замедлились, особенно вблизи Авдеевки и других мест. Россияне потеряли значительное количество солдат. Хороший прогресс и большие потери для России говорят мне о том, что это не провальное контрнаступление. Я считаю, что Украина готова к следующей фазе боевых действий. Правительство Румынии договорилось с фермерами о прекращении блокировки границы. Уже через несколько дней могут завершиться протесты румынских фермеров и дальнобойщиков. Правительство вроде как услышало протестующих и поняло проблему, которую они поднимают. У нас была пандемия, энергетический кризис, война. Был приток товаров из Украины на территорию Румынии. То материально-техническое обеспечение, которое фермеры покупали в прошлом году, они покупали очень дорого. Весной оно подешевело, и цена на сельхозпродукцию выросла. Было достигнуто соглашение по претензиям фермеров и, вероятно, будет принято решение о приостановке протестов, говорит премьер-министр страны. Но слишком много вероятностей, будем ждать каких-то действий. Люди просто больше не могут позволить себе платить за страховку. Раньше я платил около 9000 лев, почти вдвое больше. Вы сказали, что оставили свой грузовик в Дании? Да, уже больше месяца. Я просто не могу больше платить за страховку. Дональд Туск не позволит строить антиукраинскую политику в Польше, так же, как и не позволит использовать антиукраинские настроения в своей политике, как бы подчеркивая то, что они на самом деле есть. Я в жизни не позволю, чтобы кто-то в моем правительстве хотел строить свою позицию на каких-то антиукраинских настроениях. Потому что когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с РФ, здесь не может быть никаких сомнений. На самом деле, пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности. Туск отметил, что в любой ситуации будет призывать к поддержке Украины и работать с европейскими партнерами именно в этом направлении. Дружба может скоро закончиться. Китайские банки стали закручивать гайки для российских клиентов, об этом пишет Bloomberg. Как минимум 2 банка начали серьезные проверки своего бизнеса в России. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору в любой валюте и вне зависимости от места проведения транзакций. Банки усиливают проверки, в том числе и нероссийских компаний, на предмет взаимоотношений с Федерацией, ведущих там бизнес или перевозящих критически важные товары через третьи страны. Трамп выигрывает первые праймерис в штате Айова, набирает там 51%, с большим отрывом обойдя и Рона Десантиса, и Ники Хейли, своих главных конкурентов. И таким образом он выиграл свои первые праймерис в этой предвыборной кампании. Ну и, конечно, выступая перед своими сторонниками, он описал, чем именно будет заниматься он и его команда. Ну, кроме того, как спасти весь мир от Третьей мировой войны. Мы собираемся работать и бороться уже сейчас. Бурить, бурить, бурить. Мы собираемся перекрыть границу, потому что сейчас у нас вторжение. Миллионы и миллионы людей проникают в нашу страну. Я не могу представить, почему они считают, что это хорошо. Это очень плохо. Я думаю, что это группа людей, которая по численности, вероятно, больше, чем штат Нью-Йорк. Мы не можем этого допустить. Это несовместимо с жизнью страны. Это ужасно. И знаете, они приходят из тюрем и колоний. Они приезжают отовсюду. Они приезжают из стран, о которых большинство людей никогда не слышали. Они приезжают из психиатрических клиник и приютов для умалишенных.
Даже несмотря на 2 импичмента, точнее попыток сделать импичмент Трампу, участие его в протестах, уровень его поддержки, согласно опросам, растет. Я думаю, что он показал хорошие результаты среди избирателей, которые хорошо представлены в Айове, среди людей, живущих в сельской местности и придерживающихся более евангелических взглядов. На мой взгляд, большая часть того, почему ему удалось так хорошо выступить, особенно на праймерис, заключается в том, что все эти обвинения оставили соперникам мало возможностей для того, чтобы четко сформулировать, почему именно они должны претендовать на номинацию. И с каждым предъявленным обвинением и каждым судебным делом они чувствуют необходимость подтверждать и озвучивать тезисы Трампа, что не дает им того рычага, который необходим для того, чтобы продвинуться вперед и претендовать на номинацию. Так что вы просто не видите их, они работают в условиях, которые не играют в их пользу. А тем временем Трамп во весь голос заявляет: «Зачем вам искать альтернативу мне, если вы можете получить настоящую вещь?» Будем дальше следить за американскими выборами, хоть до них еще и более чем полгода, но самое интересное уже началось. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, ведь мы хотим знать все, что вы думаете, и хотим знать ваше отношение ко всему, что происходит. Ну и к тому же YouTube будет понимать, что это видео вам было интересно. И покажет его еще кому-то. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.